же на самом деле скрывалось за их улыбками все это время? Все это было лишь имиджем? Кто же был той неожиданной фигурой, которая наконец-то заговорила и потрясла весь фандом? Этот скандал оказался масштабнее, чем кто-либо мог себе представить. Новая глава начинается, когда собственная мать Тэхёна наконец-то поднимает свой голос. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующее обновление. Приготовьтесь к этому. Забыть это будет непросто. Почему все это происходит именно сейчас? Почему, спустя столько времени, именно этот момент спровоцировал грандиозную бурю, потрясшую самые громкие имена в корейской индустрии развлечений? Это просто недоразумение, преувеличенное СМИ? Или за их улыбками и приветственными жестами скрывается нечто гораздо более глубокое и сложное? Эти вопросы начали возникать с того момента, как 12-секундный видеоролик молниеносно распространился по социальным сетям. Видео, неофициально снятое анонимным сотрудником на закрытом мероприятии, запечатлело двух фигур, считающихся опорой BTS, Ким Тэхёна и Чон Чингука. Однако на записи запечатлено не их обычное взаимодействие, а момент, который выглядит как проявление близости, выходящее за рамки дружбы и отношений. Это не просто праздничные объятия. Это что-то другое. В этом есть что-то особенное. То, как они смотрят друг на друга. Кажется, Тэхён что-то скрывает. То, как Чингук прикасается к его плечу, необычно, слишком нежно, слишком лично. ARMY, глобальное фандомное сообщество BTS, раскололось на две части всего за несколько часов. Некоторые считают это выражением искренней привязанности между близкими друзьями. Другие, более яростные в своих подозрениях, видят в этом свидетельство скрытых романтических отношений, которые никогда не были раскрыты публике. Но настоящая буря разразилась не от фанатов и не от СМИ, которые тут же начали копать глубже, а от одной фигуры, которая все это время молчала. Фигуры, никогда не появлявшейся в водовороте скандалов или публичных разговоров. Фигуры, которая должна была бы оставаться в стороне от внимания общественности, но вместо этого выходит вперед и обретает голос – мать Ким Тэхёна. Прежде чем дойти до момента, когда ее голос впервые прозвучал, история должна немного вернуться назад, к той ночи. Ночи, когда все изменилось. Это было не обычное собрание, а эксклюзивный гала-вечер, на котором присутствовали важные фигуры корейской музыкальной индустрии и международные гости. Не было прямой трансляции, не было открытого освещения в прессе. Тем не менее, некоторые пришли со скрытыми камерами, и одна из них запечатлела не только гламурную атмосферу вечера. В залитом светом зале, под аплодисменты и хрустальные бокалы, Тэхён и Чингук сидят рядом. Обычно такое положение не вызвало бы подозрений. Но в тот вечер они казались слишком тихими, слишком поглощенными своим миром. Некоторые очевидцы говорят, что они редко разговаривали с другими гостями, лишь перешептывались, немного смеялись, затем замолкали, а потом смотрели друг на друга, когда музыка постепенно стихала для сегмента церемонии награждения. Именно тогда и было снято видео. Чингук поворачивается к Тэхёну, что-то шепчет. Тэхён смеется, опускает взгляд, а затем касается руки Чингука под столом. На первый взгляд коротко, но достаточно долго, чтобы это запечатлеть, и достаточно четко, чтобы зафиксировать в одном потрясающем кадре. После утечки видео СМИ начинают копать глубже. Когда их в последний раз видели вместе? Почему они больше не появляются рядом так часто, как раньше? Это отношения, которые длятся уже давно, или они только начинаются? Знает ли об этом HYBE? Скрывают ли они что-то от публики? HYBE отвечает коротким заявлением: «Мы не будем комментировать личные дела наших артистов». Фраза, обычно используемая для того, чтобы охладить слухи, на самом деле только разжигает пламя, потому что их молчание воспринимается как признание. Тем временем, аккаунты фанатов начинают находить старые видеозаписи. Мелкие моменты, которые когда-то казались незначительными, теперь воспринимаются как подсказки. Моменты, подобные тому, как Тэхён упомянул песню, которую он слушал в последнее время, под названием «Secret Love Song», или когда Чингук случайно упомянул Ви, говоря о человеке, который его лучше всего понимает.
Эти мелочи теперь приобретают новый смысл, как будто все это медленно разгадываемая головоломка. Но самое удивительное – это не реакция СМИ и не заявление HYBE. Шок наступает, когда на следующий день распространяется информация о том, что Ким Ми-хуи, мать Ким Тэ-хёна, лично встретилась с представителями HYBE в их штаб-квартире в Йонсоне. СМИ не приглашаются, пресс-релиз не выпускается, но кто-то внутри компании сливает информацию журналистам-расследователям, которые давно следят за внутренними проблемами HYBE. Вопрос в том, зачем матери нужно приходить лично? Она злится? Или, наоборот, она знает что-то неизвестное общественности и пришла защитить своего ребенка? Эта новость еще больше подогревает слухи. Кто на самом деле контролирует ситуацию? Пытается ли HYBE заглушить нечто большее? И самый ужасающий вопрос из всех – расстанутся ли Тэ-хён и Чингук? В тот вечер в одном из корейских онлайн-сообществ, часто используемых родителями айдолов для выражения своего мнения без обращения к СМИ, появляется рукописное открытое письмо. Письмо не подписано напрямую, но стиль письма, описанный личный опыт и конкретные детали указывают на то, что автор очень близкий к человек, слишком близкий, чтобы называться посторонним. Содержание письма шокирует многих. Я достаточно долго молчала. Я верю, что мой сын знает, что для него лучше. Но когда искренняя любовь становится предметом сплетен и оскорблений, я не могу просто сидеть и смотреть. Я знаю, кто заставляет моего сына улыбаться, когда он поздно возвращается домой. Я знаю, кто тайно готовит для него, когда он не ест, потому что тренировки слишком тяжелые. И я прекрасно знаю, что такие чувства нельзя скрывать вечно. В письме много сильных эмоций, но именно одна фраза в конце заставляет весь цифровой мир рухнуть в одно мгновение. Если любить того, кто делает тебя более живым, считается ошибкой, тогда позвольте мне встать и сказать: мой ребенок не виноват. Официального подтверждения того, что письмо действительно написала мать Тэ-хёна, нет. Но для миллионов читателей, знакомых с ее манерой говорить и тем, как она все это время защищала своего сына, нет сомнений, что это ее голос. Если это так, то это не просто вопрос романтики. Это объявление войны системе, которая замалчивает, отполирует и контролирует личную жизнь айдолов ради имиджа и прибыли. В тот же день камеры папарацци начинают преследовать Тэ-хёна и Чингука, куда бы они ни пошли. Но, как ни странно, они не появляются 3 дня подряд, ни в аэропорту, ни по радио, ни на платформе Уиверс. Тишина. Спокойствие. Как будто оба исчезли с радаров. Когда в одном из районов Сеула замечен черный фургон, въезжающий в дом семьи Тэ-хёна, возникает новый вопрос. Был ли внутри Чингук? Никто не может быть уверен, но сосед говорит, что видел, как 2 молодых людей вышли из фургона и вошли через задние ворота, и только одного из них можно узнать – Чингука. Загадка углубляется. Они укрываются или что-то готовят? Что происходило за стенами дома семьи Тэ-хёна в тот момент? Почему 2 мировые иконы внезапно исчезли с радаров СМИ через несколько дней после того, как вирусное видео потрясло мир? Это их собственное решение. Или есть другие силы, которые вытаскивают их из поля зрения общественности? Эти вопросы не только заполняют поисковые строки в корейских социальных сетях и новостных платформах, но и становятся глобальным трендом в различных странах. Хэштеги, такие как решетка протестая как, решетка Литимбэй и решетка Эбиэх Плайнт Хис, возглавляют Твиттер, Уиверс и международные форумы. Однако, на фоне всеобщего ажиотажа, становится все более очевидным одно – мир затаил дыхание. Впервые в истории BTS 2 участников группы одновременно исчезли без объяснения причин. В тишине, напоминающей негласный код, черный фургон снова замечен въезжающим на задний двор дома семьи Ким, и скрытая камера соседа, известного как большой поклонник BTS, запечатлела силуэты 2 мужчин. Первый идет слегка сгорбившись, в черной толстовке и толстой маске. Второй стоит более прямо, его шаги тяжелые, словно он несет невидимый груз. 9-секундный ролик позже просочился в интернет. За 4 часа его посмотрели 3,4 миллиона раз в Твиттере. Людей шокирует не только их внешний вид. Еще более сильными являются их молчаливые выражения лиц.
Они не разговаривают, не смотрят в камеру, не взаимодействуют друг с другом, как обычно. Они просто идут рядом. Когда ворота медленно закрываются, кажется, будто мир закрывается вместе с ними. Они прячутся от давления СМИ? Или они замышляют что-то, что изменит все? 3 дня спустя источник из числа внутренних сотрудников HYBE, пожелавший остаться анонимным, сообщает о проведении экстренного совещания за закрытыми дверями. Обсуждение касалось не только имиджа компании, но и потенциального структурного ущерба, если проблема не будет решена должным образом. Самым поразительным из утечек является одно предложение, написанное в документе внутреннего совещания: если они решат все признать, наша стратегия рухнет полностью. Эта фраза распространяется как лесной пожар посреди засушливого сезона. Что значит признаться во всем? Знали ли HYBE уже о личных отношениях между Чингуком и Тэхёном? Или они сами пытались это скрыть? СМИ начинают строить предположения. Пользователи сети начинают выдвигать теории. Фанаты начинают мобилизоваться. Международное сообщество ARMY в разных странах запускает кампанию солидарности. Они подписывают петицию под названием «Пусть говорят», призывая HYBE воздержаться от давления на участников по поводу их личной жизни. За 2 дня собрано более 2,3 миллиона подписей. Более того, в центрах городов по всему миру начинают появляться цифровые баннеры с надписью «Любовь не должна быть скрыта», от Таймс-сквер в Нью-Йорке до перекрестка Сибуя в Токио, даже на кольцевой развязке Хай в Джакарте. Но реакция не всегда положительная. Есть также определенные группы, особенно очень консервативные или экстремистские фанатики, которые начинают распространять теории заговора и разжигать ненависть. Некоторые даже угрожают прекратить поддерживать BTS, если эти неуместные отношения окажутся правдой. Атмосфера накаляется. Поляризация усиливается. В разгар всего этого царит тишина. Тэхён ничего не публикует в Инстаграм. Чингук не появляется на Уиверс. Нет прямых трансляций, нет онлайн-взаимодействий. Нет даже намека от их близких друзей, которые обычно оставляют небольшие подсказки в комментариях или историях. Все словно замерло, пока однажды ночью известный музыкальный журналист из Сеула, известный своими тесными связями с несколькими артистами, не выложил в Твиттер одну единственную фразу, которая мгновенно потрясла фандом: «Я только что получил голосовую запись, которая все изменила, но я пока не готов ее прослушать». Твит набирает более 200 тысяч репостов за 2 часа. Раздел комментариев заполняется просьбами и угрозами, виртуальными криками и спекулятивными теориями. Все хотят знать, что за запись, кто ее снял, кто на ней говорит. Но прежде чем он успевает что-либо опубликовать, его аккаунт исчезает, блокируется. Все посты удаляются. Даже резервный аккаунт пропадает. Многие говорят, что на него оказывали давление определенные лица, чтобы он прекратил свою деятельность, но правда в том, что до сих пор никто точно не знает. Ясно одно, что-то скрывается, что-то большее, чем просто вопрос о романе между 2 айдолами. Через 5 дней после их исчезновения общественность шокирована крайне необычным постом. В личном аккаунте Ким Тэхёна в Инстаграм, известном своей эстетичной и поэтичной лентой, внезапно появляется пустая, черная фотография без подписи, без указания местоположения, только темнота. Но фанаты внимательны. Они анализируют метаданные фотографии и обнаруживают нечто необычное. Координаты местоположения изображения указывают на очень отдаленную частную виллу на острове Чеджу, место, которое ранее ни одно СМИ не упоминало как их убежище. Несколько дней спустя местная горничная, работавшая на вилле, ее лицо было скрыто местным телеканалом, дала анонимные показания. Она рассказала, что 2 молодых людей из Сеула приехали и сняли виллу на целую неделю. Они не заказывали услуги, не хотели, чтобы их забирали, и всегда готовили сами. Но больше всего ей запомнилось, что на 3-й день один из них почти час плакал на веранде в одиночестве, а другой сидел внутри, глядя в окно, не говоря ни слова. Слова горничной тронули сердце многих. Я не знаю, кто они на самом деле, но знаю, что кто бы они ни были, их сердца были разбиты вместе.
Эта цитата затем стала вирусной, ее напечатали на различных товарах, футболках и даже превратили в тексты песен несколько инди-музыкантов. Но еще больше напряженности создает новость о том, что HYBE готовится к масштабной пресс-конференции. Ее цель пока остается загадкой, но время и место уже определены. В просочившихся в сеть внутренних приглашениях бросается в глаза одна поразительная деталь. Имена Чингука и Тэхёна написаны заглавными буквами и отделены от остальной части программы, как будто они являются ядром всего происходящего. Многие считают, что HYBE наконец-то выпустит официальное заявление, которого они так долго избегали. Больше всего всех пугает еще одна деталь в приглашении. Там говорится, что на мероприятии будет присутствовать член семьи одного из артистов, который сделает официальное заявление. Это мать Тэхёна? Действительно ли она выступит перед СМИ? Это начало разрушения или начало свободы? Теперь все взгляды прикованы к одному мероприятию. Все ждут одного голоса. Мир затаил дыхание, и никто не знает, как развернется следующий раунд. Что произойдет, когда нераскрытая любовь столкнется с силами, пытающимися ее контролировать? Выберет ли мать молчание, чтобы защитить систему, или выступит против бури, чтобы защитить своего ребенка? Наконец настал день пресс-конференции. Сеульское небо затянуто тучами, словно понимая, что это необычный день. У здания HYBE в Йонсоне с самого утра собрались сотни журналистов со всего мира. Воздух наполнен камерами, микрофонами и дронами. Полицейские и сотрудники службы безопасности напряженно наблюдают за наплывом толпы. На другой стороне улицы фанаты несут плакаты в поддержку Тэхёна и Чингука. Но есть и те, кто приходит с совершенно иными намерениями.